Здравствуйте, друзья! Меня зовут Евгения. Приветствую вас на нашем канале Global Team US. Подпишитесь, если еще не подписаны, и поставьте лайк, если понравится этот выпуск. Благодарю за ваш большой интерес к нашему контенту. В ближайших выпусках я покажу флиппинг на практике, то есть на примере конкретного объекта мы разберем все те, скажем так, основные области флиппинга, там, отопление, водопровод, электрику с указанием конкретных затрат, о которых говорили в предыдущем выпуске теоретически. Также в ближайшие выпуски запланировано 2 интервью с новыми флипперами, которые заканчивают и закончили уже ремонт, и они поделятся своими впечатлениями. Кроме того, приветствую новых участников, которые присоединились к нашему инвест-комьюнити уже в этом году. И, надеюсь, оно будет продолжать расти. А в этом выпуске мы разберем несколько видов инвестирования в американскую недвижимость, которые вот мы проработали для вас и разделили в 3 основные категории. И начнем мы с предложения для флипперов, то есть для тех, кто хочет купить и отфлиппить дом самостоятельно. Здесь мы предлагаем 2 опции, одна из которых – это простое предложение покупки. Как вы знаете, в нашем телеграм-канале я ежедневно выкладываю свежие объекты под флиппинг. Как правило, они off-market или же они ниже рыночной стоимости. Поэтому посмотрите. Это все те объекты, которые действительно интересны к рассмотрению, да, и у них хорошая equity, то есть потенциал, да, доход, который они могут принести. И это предложение подойдет для тех, кто уже занимается флиппингом и не раз уже покупал, продавал недвижимость в Штатах. То есть, по сути, вы просто выбираете объект на нашей платформе, его приобретаете. Здесь есть объекты, которые продаем непосредственно мы, то есть мы выступаем продавцом. Есть объекты, где мы выступаем и signers, то есть которые мы забронировали, но можем вам их переуступить, да, по договору переуступки. Ну и есть объекты, которые не наши, а просто размещены напрямую от собственников, с которыми мы ранее работали, и они знают об этой площадке, о нашей, и предлагают свои объекты к размещению, что мы и делаем. То есть та стоимость, которая указана в Телеграме, она является конечной, то есть никаких комиссий, доплат за то, что вы приобретаете этот объект, вам не придется делать, так как мы не агенты по недвижимости, не риэлторы. Нам не очень интересна эта деятельность. То есть, это вознаграждение, как правило, если и делают, то делает нам продавец или собственник объекта. Единственное, за что вы доплатите, это стандартное переоформление, которое осуществляет closing company, да, и это уже зависит от того, какую компанию вы выберете или там, какая компания, скажем так, будет предложена в рамках того или иного объекта. Здесь, в общем, на этом наши услуги и заканчиваются. То есть, по сути, мы выступаем в роли таких информаторов, да, информационной площадки, где вы просто можете подобрать для себя объект. Но, повторю, это подходит для тех, кто ранее уже покупал, продавал дома и знает всю процедуру. Вторая опция, скажем так, это опция для начинающих флипперов. То есть для тех, кто никогда и ничего не покупал в США или покупал, ну, может быть, один раз, и им нужна, соответственно, не просто выбрать дом и не знать с ним, что делать, а полноценное дополнительное сопровождение всего этого процесса. И в этом случае мы проработали такой пакет сопровождения в виде юридической помощи, то есть вы, выбрав объект, там, допустим, у нас в Телеграме, или даже вы можете обратиться со своим объектом, мы полностью вас сопровождаем юридически, то есть через вот эти все клоузинговые процедуры. Но опять же, повторю, здесь же в некоторых случаях там целесообразно использовать клоузинг, а в некоторых можно сэкономить и просто, например, перерегистрировать объект, если вы хорошо знаете собственника.
И эта разница, в общем, экономия там в десятки раз получается. От нескольких сотен долларов там, до 1500-2000 долларов стоят затраты на переоформление, в зависимости от методов. И в рамках этого пакета, соответственно, я лично прокурирую с вами весь процесс этого переоформления. Вторая составляющая – это так называемый курс флиппинга, то есть интенсивный недельный период обучения американскому флиппингу. В принципе, он подходит не только тем, кто вообще не занимался ремонтом. Естественно, за одну неделю вы не овладеете с нуля всеми, там, скажем так, навыками ремонтных работ. Это больше подходит для тех, кто что-то когда-то делал, но никогда, опять же, не сталкивался с ремонтами в США. То есть за эту неделю, здесь уже в данном случае Макс, вас подготовит. То есть за эту неделю на одном из наших объектов он проведет для вас такой усиленный мастер-класс ежедневный с утра до вечера. Вы опробуете все те направления, которые вам предстоит делать, да, и которые повторяются вне зависимости от того, какой дом вы приобрели. Ну и помимо, скажем так, интенсивного курса, естественно, на протяжении всего периода ремонта, который вы будете производить, мы будем с вами на связи, и вы можете в любое время обратиться и задать вопрос по телефону, лично, или в случае столкновения с какими-то сложностями, да, опять же, мы обязуемся прийти на помощь и помочь с тем или иным каким-то тупиком, который может произойти во время флиппинга. И последняя составляющая этого пакета – это, соответственно, реализация объекта после флиппинга. То есть после флиппинга мы снова с вами связываемся. И помимо просто размещения у нас в группе или на наших платформах, мы с вами обсуждаем и прорабатываем стратегию выхода. Что делать? Кому лучше это продавать? По какой цене? Где лучше размещать? На Zillow или off-market? Инвесторам или конечному покупателю? По какой цене? В рассрочку или за наличные? И так далее. Ну и, соответственно, мы оценили такой этот, скажем так, трехступенчатый пакет в 3000 долларов. То есть, покупая дом, вы можете, дополнительно заключить с нами договор на этот пакет сопровождения 3000 долларов и получить тот перечень услуг, который я уже сказала. То есть юридическое сопровождение, тренировку, тренинг по флиппингу и последующую помощь с реализацией того объекта. И это довольно удобно, и практика показала, что на самом деле так и происходит, потому что пока вы оформляете объект, у вас есть, как правило, 2-3 недели, и в это время вы прекрасно можете как раз приехать пораньше и эту неделю перед заходом, и началом флиппинга своего дома потренироваться, на, скажем так, нашем объекте, набить руку, и уже входя в свой дом, перед началом флиппинга не будете впадать в ступор и не понимаете, что вообще с этим совсем делать и зачем вы это приобрели. Так что это я рекомендую для тех, кто делает флиппинг впервые или же не делал их здесь, в США. Следующее предложение или группа предложений – это инвестпартнерство. Да, мы продолжаем инвестпартнерство. Я не сильно его сейчас рекламирую и приглашаю к участию, так как, повторюсь, у нас есть отличный портфель инвесторов, с которыми мы продолжаем работать уже не первый год, которых очень ценим. И, тем не менее, опция такая есть, и мы будем рады, скажем так, вновь и новым клиентам тоже. И здесь мы предлагаем две такие опции, условно названные пассивное инвестпартнерство и активное инвестпартнерство. В рамках пассивного инвестпартнерства вы не несете никаких рисков, связанных со скоростью реализации объекта, с ремонтами домов и так далее. То есть, по сути, вы просто вкладываете деньги под проценты, инвестируете их во флиппинг под гарантией недвижимости, но не привязываетесь никаким
сроком ремонта, реализации того или иного объекта, а просто регулярно ежемесячно получаете проценты, а именно 2% от вложенной суммы. Мы определили минимальный порог вложений 50 тысяч долларов, с которых вы ежемесячно получаете $1000. Возможно вложение как на 6 месяцев, так и на 1 год. Что же касается активного инвестирования, то здесь вы становитесь соучастником, скажем так, процесса и разделяете ответственность вместе с нами. Вы финансово инвестируете в конкретный объект, который мы вместе с вами подбираем и анализируем, или берем из тех, что, опять же, выложено у нас же в Телеграме. И по завершении ремонта и реализации этого объекта вы получаете 50% прибыли. И здесь, конечно, соответственно, проценты получаются выше, то есть при пассивном инвестировании вы получаете 12% за полгода или же там 24% за год. Здесь же, как правило, процент получается уже там 20-30% за полгода с проекта. Это минимально, бывает и больше, но говорю про, вот, скажем так, минимальные возможные прибыль. То есть да, она здесь интереснее, но и здесь есть, в свою очередь, и риски, то есть здесь мы вместе с вами полностью проходим процесс ремонта и последующей реализации, и зависим, естественно, от того, когда этот объект будет реализован. Естественно, правда, мы установили здесь средняя продолжительность одного проекта с запасом. Да, это 6 месяцев. То есть вы вкладываете в покупку самый бюджетный объект, это 20 тысяч долларов. Его ремонт, как правило, да, составляет примерно столько же, то есть еще 20 тысяч. То есть в данном случае сумма инвестиций составит около 40 тысяч. Соответственно, при его продаже, а минимальная его стоимость продаж после ремонта будет 60, еще раз повторю, естественно, у некоторых это 70, 80, 100 тысяч, мы рассматриваем минимал. То есть даже если при продаже этого объекта за 60 тысяч вы зарабатываете 20%, да, 10 тысяч, потому что 20 тысяч прибыли мы делим с вами пополам. То есть вы получаете 10 тысяч долларов за те же полгода, но они могут получиться и раньше, да, и такое у нас тоже бывает, ну или вот действительно, скажем так, либо через полгода, если вот полностью, да, пройти весь цикл и классический. Поэтому вот решать вам, то есть хотите ли вы быть активным инвестором и рискнуть, но получить больше, или же вы не хотите привязываться никаким риском и иметь, что называется, синицу в руках и гарантированно получать 2% в месяц. Решайте. Знаю, что, опять же, у нас есть и такие инвесторы, и действительно здесь выбор за вами. И, наконец, третья, не менее интересная категория – это арендная недвижимость. Это вложение инвестиций в готовую арендную недвижимость. И здесь тоже будет две опции. И они тоже будут, скажем так, для пассивных и активных арендодателей. И снова выбор за вами. В Америке высокая доходность у арендной недвижимости. Посмотрите наши другие выпуски, где я говорила уже об аренде ранее. Ну, такой простой усредненный пример. То есть вы можете вложить примерно там 60 тысяч долларов, да, в дом или в квартиру в Америке, в частности в Иллинойсе, и зарабатывать там 20-30% в год. Это абсолютно такая вот стандартная история. Здесь как бы это не что-то
выдающиеся, это вот такой средний пример. Но это легко перепроверить, посмотрев там сайт Zillow, сколько стоит этот дом, там, например, на покупку, посмотрите дома по 50-60 тысяч, и сколько в этом же районе, да, сдаются дома в аренду. Плюс здесь можно покреативить и эти же дома сдавать там помесячно, что приносит еще больший доход, или же там в краткосрочную аренду, естественно, это еще выше. Но это уже, опять же, стратегия зависит от вас. Вот такая, скажем, простая схема. Вложив 60 тысяч долларов, ты можешь получать ежемесячно $1200 дохода, арендного дохода. Соответственно, это 24% в год. Это правда и, в общем, довольно такая типовая ситуация. Можно найти дом более дешевый и, в принципе, зарабатывать столько же, но я специально привожу такой вот усредненный пример. И здесь, опять же, возникает вопрос. То есть среди наших инвесторов есть активные арендодатели, которые вот приобретают дом. Там, например, готовый дом можно приобрести и за 45 и 50 тысяч. И снова такие варианты выкладываю у нас в Телеграме. И дальше вам просто надо будет самим заняться тем, что, ну, в некоторых случаях этот дом нужно будет там немножко доработать, что называется, там, сделать что-то косметическое. Затем, соответственно, выбрать стратегию аренды, подобрать арендатора и заключить с ним договор. Это вот такой вариант для активных арендодателей, то есть те, кто готовы сами активно включаться в процесс аренды. Такие, в общем, у нас есть вполне довольно успешные, да, инвесторы, которые этим активно занимаются. То есть, опять же, в этом случае наша Telegram-площадка – это просто площадка для подбора такого объекта. И есть вторая категория инвесторов, которые не хотят взаимодействовать и заниматься всем, скажем так, процессом аренды после покупки. То есть это такое предложение для пассивных арендодателей, которые готовы вложить деньги и хотят просто получать вот доход. И вот мы проработали специально для таких инвесторов, мы подготовили такое предложение о покупке. Здесь стоимость, скажем так, вложений в готовый арендный проект, в котором вы незамедлительно, через месяц после оформления, гарантированно начнете получать аренду, составляет $70 тысяч. То есть при покупке дома с вложениями $70 тысяч мы обязуемся, да, мы, по сути, забираем у вас этот объект немедленно в управление. Это все оформляется параллельно. То есть и обязуемся уже через месяц после оформления начать выплачивать вам аренду за этот дом по фиксированной ставке, которую мы также оговариваем в процессе выбора объекта и его покупки. То есть вас не касается ничего, что касается поиска арендаторов. Да, то есть эта вся задача возлагается на нас. Мы сами его рекламируем, показываем, усовершенствуем, декорируем, если надо. Выбираем сроки, да, аренды и подбор арендаторов. А вы просто гарантированно получаете ежемесячный доход. Ну, то есть вот примерно можете посчитать, что при вложениях 70 тысяч мы вам гарантированно обязуемся выплачивать арендную плату в размере там 1200. В некоторых случаях это там 1300 или даже 1500 в месяц. Это зависит от объекта, который вы приобретаете, со следующего месяца после оформления на вас права собственности. Это вот, мне кажется, такой очень хороший вариант для тех, кто хочет вложиться в арендную недвижимость, но боится или не хочет сталкиваться ни с какими вот этими, да или просто не знает, да как, где искать арендатора, как с ним взаимодействовать, особенно если ты живешь за границей, что делать, если сломается кран или лампочка. Вот это все мы полностью берем на себя. То есть мы вам поставляем готовый дом, считайте уже с
готовым арендатором. Просто эту всю работу мы берем на себя. И этот договор мы заключаем, то есть на год. То есть в течение года вы гарантированно получаете. Следующий год при желании мы можем продлить этот договор, либо если у вас там поменяются планы, вы решите сами поселиться в этот дом или там что-то другое сделать или продать, это уже будет ваше право. Поэтому то есть мы можем вам предоставить арендную недвижимость с гарантированными выплатами по аренде на 1 год. Мне кажется, это довольно интересное предложение, которое вот тоже сейчас сформировалось после вот нескольких разных взаимодействий с разными инвесторами, и мы поняли, что есть, в общем, такая категория клиентов, которым неинтересно активное вовлечение, да, в этот весь процесс, и люди очень хотят перенести вот эту всю дополнительную работу на... И это действительно здесь тоже в США такая модель уже есть. То есть это называется, да, дом с немедленным, скажем так, взятием его в управление. Да, безусловно, в этом случае объект мы будем согласовывать вместе с вами, потому что мы не можем брать любой объект, да, мы будем привязываться к той локации, которая удобна нам, которую мы знаем, которую мы действительно можем сдать. То есть здесь как бы мы будем предлагать те варианты или те локации, в которых мы работаем. И тем не менее, то есть мы с удовольствием можем предложить теперь и такой вариант. Пожалуйста, напишите в комментарии, какой из этих 3 инвестиционных проектов, скажем так, вам был бы интересен. А именно, буквально одно слово: флиппинг, инвестпартнерство или аренда. Объясню. Мне очень интересно понять, скажем так, аудитория, которая нас смотрит, что больше интересует, что вас больше интересует? Флиппинг, инвестпартнерство или аренда? И исходя из того, что вы напишете в комментарии, я, соответственно, буду прорабатывать контент, скажем так, с уклоном в то или иное направление. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь и просто напишите одно слово в комментарии, мне будет понятно, так как я знаю, естественно, те инвесторы, с которыми мы работаем непосредственно. И, кстати, у нас довольно ровное распределение, да, довольно равномерно. Есть и инвестпартнеры, есть и просто покупатели, флипперы, и арендодатели. Но вот теперь хотелось бы понять именно аудиторию YouTube, да, что интересует вас больше. Напишите, пожалуйста, и не забудьте поставить лайк, если вам все это кажется интересным. Напомню, что в ближайшие выпуски мы покажем примеры флиппинга, разберем затраты, а также интервью с флипперами, которые завершили или завершают сейчас свои проекты. Подписывайтесь на канал и до встречи!